Друзья, всем привет! Снова хочу поделиться с вами последними новостями. Димаш сейчас находится в Германии. Буквально несколько минут назад он выступил на сцене конференции DLD вместе с Олжасом Курманбеком. Где-то там тоже находился и Эрлан Бекчурин, саунд-продюсер Димаша. И я хочу сказать, друзья, что все кадры этого выступления вы, как всегда, можете увидеть уже прямо сейчас в чате для Dears, ссылку на который я оставлю в гранд-комментарии к этому видео. Обязательно заходите туда, все самая последняя информация, все самые последние фанкамы, все там появляется буквально моментально. Ну и кроме этого, там невероятная атмосфера. Dears общаются там друг с другом, делятся своими впечатлениями, делятся реакциями. Ну и также все последние обновления о том, чем мы занимаемся, тоже там можно найти, поэтому обязательно заходите, смотрите. Ну а теперь перейдем к самому выступлению Димаша. Я уверен, что всем вам интересно, что же там такого было. Действительно есть о чем рассказать, потому что Димаш не просто выступил, а он устроил там такой маленький концерт для всех присутствующих. Он и спел, и сыграл на домбре, спел на французском языке, спел на английском языке песню Stranger. Мне лично очень понравилась реакция в зале после выступления Димаша. Его встретили аплодисментами, так тепло, как будто действительно такой устроил небольшой домашний концерт. Кроме этого, Димаш поблагодарил свою семью и также поблагодарил всех Dears, всех тех, кто его поддерживает. Еще я отметил то, что он сказал, что его кумиром является... Мы раньше думали, что вот Димаш сильно следит и в своем творчестве применяет техники разных артистов, например, Майкла Джексона, Фредди Меркьюри и многих других. Но Димаш сам сказал, что его кумиром в детстве был Канат Кудайбергенович. Звучало очень трогательно, очень, я думаю, что приятно было Канату Кудайбергеновичу слышать эти слова. Ну и я думаю, что это отличный пример для всех остальных, для всей остальной молодежи, которые сейчас не всегда берут пример своих родителей, берут пример своих отцов, не всегда пользуются их бесценным опытом, которым они могут поделиться со своими детьми. Кроме этого, на сцену вышел также и Ральф Саймон, мы его смогли увидеть, он тоже сказал пару слов. Единственное, что не все я услышал, что было сказано, потому что он сказал не микрофон. Но я думаю, я уверен, что он сказал что-то хорошее. Наверное, вот он представил Димаша как лучший голос планеты, что на самом деле так и есть. В общем, я могу охарактеризовать вот это вот мероприятие, эту конференцию, как такой домашний, уютный, маленький, небольшой концерт для небольшой аудитории. И можно отметить, что действительно вот мы можем говорить, что Димаш может петь в самых разных жанрах, что он может выступать и на оперной сцене, может выступать и на большом стадионе, может открывать Олимпиаду, а может вот и на таких вот небольших мероприятиях тоже радовать зрителей и привлекать внимание всего мира. Вот, например, конференции DLD, которую мы увидели сегодня. И, в общем, несмотря на то, что вот такой вот получается Димаш супер универсальный артист, все равно я, конечно, оставляю за собой право мечтать о том, чтобы увидеть, наконец, Димаша на большом, огромном стадионе. Пускай это будет Уэмбли, как вот у Димаша есть мечта выступить на Уэмбли. У меня тоже такая мечта. Очень хочется, чтобы Димаш выступил на Уэмбли, чтобы Уэмбли был забит битком, и чтобы тоже и англичане могли услышать несколько песен на казахском языке, чтобы они могли прочувствовать звуки домбры. Может быть, Димаш, если исполнит Кюй Адай, тогда я знаю, что в Англии очень есть богатые традиции рок-музыки. Я думаю, что они смогут оценить и вот такой рок Кюй Адай. И, конечно, я бы хотел также, чтобы Димаш, если выступит не на Уэмбли, например, а где-нибудь в Латинской Америке, там тоже очень большие, огромные стадионы, и там тоже у Димаша очень много поклонников. Я тоже думаю, что концерт в Латинской Америке на вот таком большом стадионе может стать очень крутым мероприятием, событием. В общем, такие вот у меня две маленькие мечты. Надеюсь, что когда-нибудь сбудется. Точнее, даже не когда-нибудь. Димаш же сказал, что в 2023 году, можно в 2023 году есть в планах концерт в Латинской Америке. Так что, друзья, вот такое вот событие интересное в Германии, такое интересное выступление. На следующей неделе нас тоже ждет уже много интересного. Есть и день рождения Димаша, он приготовил для нас, для всех подарок. Я знаю, что многие из вас тоже приготовили подарки, вы присылаете их мне на наш WhatsApp номер, присылаете в Telegram. В чате Dears я тоже видел, что были обсуждения подарков. В общем, друзья, следующая неделя обещает быть очень интересной. Будем на связи. Далеко не буду уходить. Скоро увидимся. Всем пока.